Канале гостей и подписчиков. И сегодня хочу поговорить о своей цикле взрослом растении, похвастаться, как она красиво цветет, и сказать спасибо всем, кто оставляет комментарии под видео и спрашивает очень хорошие и актуальные вопросы. Например, тему сегодняшнего видео я хочу посвятить псевдобульбам, которые уже отцвели. Меня спрашивали, есть ли в них смысл. Может быть, стоит их удалять, раз они уже отцвели? Я отвечу однозначно, конечно же, их не нужно удалять. Они закладывают новый рост для новых псевдобульб. Они выпускают новые псевдобульбы. Благодаря им они питаются, получают питательные вещества, пока новые росты не набрали силы и не отрастили свои собственные корни. Например, если показать наглядно, эта псевдобульба у меня уже она отцвела. Отцвела она не в моих условиях. Вот. Цветонос уже давным-давно был срезан. Ну и вот с нее выросла новая псевдобульба. На ней еще даже чешуйки остались сухие. Это уже мой рост. В моих условиях вырос. И вот она уже выдала цветонос и зацвела такими прекрасными, красивыми звездочками. И также каждая, которая отцветает, она дает жизнь новому росту. Поставляет ей питательные вещества благодаря своим корням. И они еще имеют нормальный, хороший тургор, слегка сморщенные, но не гнилые, не мягкие, они не засушенные. У них еще хорошие листья зеленые. И в целом дают вот такую вот красивую зеленую массу, несмотря на то, что они уже отцвели. И, конечно же, ни в коем случае нельзя их выдирать из земли, из субстрата. Это, во-первых, повредит растению, повредятся корни, так как они внутри очень переплетены между собой. Этого делать ни в коем случае не надо. Жизненный цикл у них довольно-таки большой. Они могут еще очень долго так расти и давать жизнь новым псевдобульбам. И таким образом они размножаются. Конечно же, можно было бы, в моем случае, я уже так делала, но пока так делать больше не буду. Вытащить всю циклю с горшка, разделить ее как минимум на 2-3 старых псевдобульбы и отсадить отдельно. Да, это повредятся корни. Придется их разорвать между собой, некоторые отломаются, но эти старые псевдобульбы могут пустить еще новые корни и также новый рост. Это в моей практике уже было. Они очень хорошо размножаются, беспроблемно укореняются, и потом еще и выдают новые псевдобульбы с цветоносами. Вот такой вот уже еще одна псевдобульба вызрела в моих условиях. И посмотрите, какая она очень пузатая. Из нее уже виднеется цветонос, уже он разорвал чехол.
И тоже скоро будут выдавать цветонос и цветки. Рядом с ней намного меньше, намного меньше псевдобульба. Не сравнится, конечно. Она и маленькая, и не так вызрела. Возможно, ей не хватило питания из-за того, что все забрало это. Две можно сравнить, насколько они разные. Чешуйки я пока не убираю, пока они мне снимем. Так вот она и растет большим пышным кустом. И не нужно ничего удалять. И все живое, все еще растет. И старые псевдобульбы растут и дают жизнь, новую жизнь. Также хочу рассказать по поводу цветения. Как я и предполагала, получается, это револьверное цветение, так как сначала выходит совсем маленький цветонос с маленькими бутончиками. И по мере роста они удлиняются, и бутоны один за другим начинают распускаться. Сначала один распустился, за ним вызрел еще один бутон, распустился, и так вот он наращивает в длину. Вот как здесь. Когда этот вызреет бутон и распустится, за ним только потянется следующий, более мелкий сейчас. И вот пока этот не распустится, тот маленький, он не будет вызревать. И вот так вот они распускаются один за другим. Но при этом самый первый цветок, который распустился, он не вянет. Ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый, а они так поочередно просто распускаются один за другим. Единственное, предыдущие цветки у них закручиваются в спираль лепестки. И вот такие вот интересные они, получается, издалека смотрятся, как осьминожки. Красивый цветок и эффектный, и с такой яркой бордовой губой. Вроде бы все рассказала, что хотела по поводу размножения, как размножается. Беспроблемная орхидея, очень легко размножается. Если вам не жалко, делите куст. Ни в коем случае не выдирайте из земли старые бульбы. Даже эта бульбочка, казалось бы, она уже, может, и некрасивая, но зато на ней еще хороший лист. И зачем его не стоит ни в коем случае убирать. Со временем он сам, наверное, пожелтеет и отсохнет. Также я держу все время субстрат влажным, но не переувлажняю, не заливаю его. Так как читала информацию, и другие блогеры, обозреватели рассказывали, что это очень любит орхидея полив. Нужно очень часто поливать, чуть ли не каждый день. Нет, я так не поливаю. Я поливаю по мере просыхания верхнего слоя. Пробую пальцем. Также поднимаю горшок. Если он еще тяжелый, значит влага в нем есть. И не поливаю. И, как видите, налитые бульбы и не сморщенные. Конечно, и по ним можно тоже смотреть и судить. Также у меня она стоит на влажной коре с водой. То есть еще и дополнительно
есть влага, испаряется влага с нее. Поэтому еще и это влияет. Не так быстро пересыхает субстрат. Но мне кажется, не стоит ее переливать, заливать, так как все-таки и влага, и питательные вещества сохраняются в бульбах. Они очень вот такие вот упругие. Они могут и загнить, если их переувлажнить. Также вот покажу солнечные ожоги на листиках. Теперь я ее ставлю в полутень. Ни в коем случае не на яркое солнце, иначе будут гореть листья. Ну и белые пятна на листьях — это наша водопроводная вода, очень жесткая. Как видите, у меня в цикле много псевдобульб, которые уже отцвели, у них связаны цветоносы. Я с ними ничего не делаю, конечно, и не удаляю, они еще очень даже хорошие и красивые. И эффектно смотрятся. Обязательно пишите в комментариях, задавайте вопросы. Мне будет интересно ответить, если я буду что-то знать. А может быть, возможно, вы подскажете что-то по уходу, какие-то секреты свои. Пишите. Всем пока.